Привет, с вами Корней. Сегодня мы поставим эксперимент по переносу генетической информации с одного организма на другой, а именно с растения каланхоэ на фиалку. Этот перенос осуществляется при помощи лазерного луча. Используется самая обычная лазерная указка, вроде бы игрушка, но это тем не менее настоящий лазер со всеми необходимыми свойствами. Подобные эксперименты ставил и ставит наш российский ученый Горяев. И похожие эксперименты ставил китайский ученый Дзян. В частности, он переносил информацию с утки на куриные яйца. В результате родившиеся цыплята имели на лапах между пальцами перепонки, как на утиных лапах. Суть эксперимента такова. По теории Горяева, лазерный луч способен переносить генетическую информацию. Устроено все таким образом. Лазерный луч освещает каланхоэ. На пути лазерного луча стоит стекло, которое частично отражает этот луч на фиалку. Поскольку часть фотонов лазерного луча попадает на каланхоэ, отраженная часть лазерного луча уже несет информацию этого растения и передает ее фиалке. В идеале мы должны получить превращение фиалки в каланхоэ, ну или все-таки, конечно, наверное, результат, если какой-то будет, он, наверное, будет скромнее, потому что даже у Дзяна, который использовал сложное оборудование, все-таки цыплята остались цыплятами, а только приобрели какие-то качества утят. Вот всю эту конструкцию я выстроил здесь, на кухне, специально для того, чтобы показать вам. В реальности я, конечно, все примерно таким же образом устрою в кладовке, потому что на кухне это было бы неуместно. И будем следить за результатами. Сейчас же я хочу показать вам для наглядности просто, как эти лазерные лучи идут, как они отражаются. Сейчас я выключу свет и попробую сделать лазерные лучи видимыми при помощи сигаретного дыма. Вот наш прямой луч. И попробую сейчас подсветить отраженный. Он слабее, но я надеюсь, вам видно. Сейчас еще раз. Ну что ж, будем ждать результатов. Итак, у нас прошел один день. Вот наша фиалка. Никаких изменений я не замечаю. Возможно, теория Горяева неверна. Но, тем не менее, мы, конечно, продолжим эксперимент. Я сейчас верну ее снова в кладовку. И мы будем продолжать пытаться перенести на нее генетическую информацию с каланхоэ. Итак, третий день эксперимента. Изменений в фиалке по-прежнему нет. Кстати, лазерный луч практически погас. Я заменю ему батарейки. И эксперимент продолжим. Четвертый день. Мне кажется, что цветы немного поменяли свой цвет. Я не уверен, что это так. И кроме того, какие-то небольшие изменения могут быть от того, что растение стоит в темноте, в кладовке. Продолжим, будем смотреть дальше. Пятый день эксперимента, и я поражен. Цветы нашей фиалки поменяли окрас, они стали коричневыми. То есть генетическая информация с каланхоэ каким-то образом повлияла на них. Это с одной стороны поражает, с другой стороны, вот если у Дзяна цыплята приобрели перепонки, то есть качество, которое для цыплят вообще не свойственно, то здесь надо отметить, что фиалки, конечно, бывают разных цветов, но они все же не могут менять свой цвет. То есть какой-то перенос информации, несомненно, произошел, но он не столь глобален. То есть произошли изменения в пределах вида. То есть фиалки, наверное, все-таки могут быть такого цвета. Интересно продолжить эксперимент. Вдруг что-то поменяется еще, и может быть еще какие-то новые признаки появятся. 10-й день эксперимента.
Наша фиалка по-прежнему остается коричневой, но никаких других изменений с ней уже не происходит. Тем не менее, наш эксперимент все-таки можно считать удавшимся. В какой-то степени генетическая информация при помощи лазерного луча действительно переносится.